уважаемые подписчики, а также гости моего канала. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот наборчик для снятия шатунов и каретки велосипеда. Все мы рано или поздно сталкиваемся с тем, что надо что-то в велосипеде отремонтировать. Но не всегда это очень дешево. Зачастую в мастерских делают очень высокие цены на ремонт. А инструмент для ремонта велосипеда они почему-то продавать не хотят, либо у них нету его. Зачастую это, мне кажется, связано, что они хотят на этом просто заработать деньги. Вот. И, в общем, мною было решено купить вот такой вот наборчик. Заказывал я его на Алиэкспресс. Дошел где-то он в течение недели. Вот. И теперь хочу немножко про этот наборчик рассказать. Давайте начнем со съемника шатунов. Состоит он из двух частей. Две части отворачиваются. В общем, часть, которая черненькая, вот эта вот часть, она закручивается непосредственно в шатун. Как только эта часть закрутилась, начинаем закручивать вот эту часть. И тем самым середина вот этой части выдавливает шатун вместе вот с этой вот частью. Сейчас я это все наглядно продемонстрирую, чтобы было все понятно. А также с другой стороны имеется головка на 14, чтобы открутить болт, который затягивает шатуны. Так, теперь приступим. Вернее, я вам покажу, как же все это делается. Имеется у меня вот каретка и шатун уже сняты. Когда они у вас стоят на велосипеде, вот есть еще вот такой вот болт. Он заворачивает шатуны. Этот болт мы откручиваем при помощи вот этого, вот этой головки. В общем, болт, скажем так, мы отвернули. Затем мы вставляем вот эту черненькую часть. И аккуратно, чтобы резьба у нас не избилась, потому что шатуны у меня алюминиевые, чтобы не сбить резьбу. Закручиваем ее до конца, очень плотно. То есть и помогаем еще ключом, да? Помогаем ключом, завернули до конца. Потому что если вы не завернете ее до конца, очень большая вероятность, что резьба у вас просто сорвется. И далее нужно будет уже использовать другие способы для снятия шатунов. Как только вы завернули вот эту вот часть, начинаем закручивать вот эту часть. Крутим, крутим. Как только появилось усилие, начинаем потихонечку ее ключом закручивать, при этом удерживая шатун. Закручиваем потихонечку, резких движений делать не надо. И чем больше вы будете ее закручивать, шатун будет медленно отходить и отойдет. Вот. В принципе, процесс снятия шатунов не такой уж тяжелый. Вот. Со съемником шатунов, думаю, все понятно. В общем, он мне понравился. Отложим его в сторонку. Теперь насчет съемника для каретки. Так он выглядит. Есть у него вот такие зубчики. На самой каретке, соответственно, вот тоже. Вставляется он вот так вот. И, соответственно, левая часть каретки у нас откручивается против часовой стрелки. А правая часть каретки откручивается наоборот, по часовой стрелке. Не перепутайте. Это, по-моему, называется английская резьба. Вот. Теперь, что насчет самого съемника? Съемник мне, если честно, не понравился.
съемник для каретки мне не очень понравился, потому что он сделан из мягкого металла. В общем, левую чашку открутил я спокойно. А вот над правой чашкой мне пришлось потрудиться, так, не знаю, часика 2. Я не знал, как ее выкрутить. Видимо, закисла вот эта чашка. И, в общем, у меня даже тут немножко слезались вот эти зубчики. Да и вообще, в принципе, изначально съемник, он немножко, то есть он стоит вот так вот. И когда вы начинаете его откручивать гаечным ключом, большая вероятность, что он встанет у вас вот так вот. То есть он должен стоять ровно, да? Но когда вы откручиваете, он вот так вот у вас поворачивается. Потому в связи с этим могут, соответственно, сорваться зубья здесь. То есть вы можете повредить чашку, и в дальнейшем вы можете просто ее не открутить. И то же самое здесь. Вот. Что насчет гаечного ключа? Вот можете посмотреть. Так, сейчас сфокусируется. Так, не хочет фокусироваться. Ну вот, думаю, так видно. То есть вот эти вот края у меня просто слезались гаечным ключом. Потому что я прилагал очень, скажем так, очень большое усилие. Вот. И в связи с тем, что съемник сделан из мягкого металла, эти края просто слезались. Дальнейшее использование гаечного ключа не представлялось возможным, потому что, ну, все, это бесполезно уже им было откручивать. Он у меня просто проворачивался, и все. Что мною было сделано? Я пошел в магазин. Пошел я в магазин и купил вороток. Купил я вороток. В общем, здесь у него часть сделана для воротка на 1/2. Пошел я в магазин, и воротка на 1/2 там, к сожалению, не было. Что было сделано? Было сделано, значит, купил я вороток на 3/8 и переходник для него на 1/2. Вставляется все дело это вот так вот. Я положил велосипед лежа, да, то есть у меня был лежа, и сверху я делал усилия. Но, к моему огорчению, все мои усилия просто были ни в какую. У меня ничего не получалось, я не мог и просто раскрутить чашку. Что я сделал тогда? Я взял металлическую трубу, ну, где-то примерно 0,5 метра, наверное. С одного конца поставил, а с другой рукой придерживал. И таким образом, где-то минут через 20, наверное, я открутил чашку. Да, еще перед этим, где вот установлена чашка, я брызнул ВДшкой. Желательно это тоже вам сделать. Вот. Я думаю, что ВДшка тоже мне очень помогла. Вот. И с помощью вот этих инструментов и ВДшки я открутил эту чашку. Вот. А вообще на будущее я куплю себе съемничек, только уже из закаленной стали. Он такой немножко темного цвета, даже не немножко, а такой как бы черный. Должен быть он крепче. Приобрету я его, потом сделаю тоже обзор. В общем, вот такой вот наборчик. Съемничек шатунов мне понравился, съемник каретки нет. У продавца, по-моему, это продается как набором, а также по отдельности.
В общем, ссылочка на товар и продавца будет в описании. Заказывать или нет, выбирать вам. Вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч.